Всем привет! 11 апреля 2022 года компания Vivo представила свой первый складной смартфон под названием X Fold. Стоит отметить, что после презентации смартфон стал доступен для предварительного заказа только в Китае. Что интересно, не все желающие успели заказать этот смартфон Vivo X Fold. Дело в том, что гаджета было, скажем прямо, немного у данного бренда. Всего за 1 минуту все смартфоны были раскуплены как горячие пирожки. Также стоит отметить, что смартфон получился не из дешевых. Базовая версия 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт флеш-памяти оценена в $1415. Стоимость топовой 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт своей флеш-памяти $1570. Даже такая высокая стоимость не отпугнула многочисленных фанатов, а также простых пользователей. Итак, основные фишки смартфона Vivo X Fold — это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, OLED-экраны с кадровой частотой 120 Гц, наружный с диагональю 6,53 дюйма, внутренний с диагональю 8,03 дюйма. Скажем прямо, очень хороший результат. Главная камера Zeiss с датчиком разрешением 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4600 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Смартфон Vivo X Fold получил мощный процессор от компании Qualcomm, как я говорил ранее. Именно Snapdragon 8 Gen 1. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года, и он изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex X2 на 3.0, 3 ядра Cortex A710 на 2.5 и 4 ядра Cortex A510 на 1.8 ГГц. По процессорной производительности он отстает, конечно же, от Apple A15 Bionic. Но по сравнению с другими Android смартфонами результат у Vivo X Fold, скажем, прямо отличный. Смартфон выглядит крошечным, если не смотреть на толщину. Длина корпуса гаджета составляет 162 мм, а вес целых 311 грамм. Теперь про самое главное, это экран. Складной дисплей покрыт ультратонким стеклом. Оба экрана выглядят великолепно. Это панели OLED с поддержкой HDR10+ и приличным запасом яркости. Для многих людей технология экрана, скажем прямо, это большой минус. Но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основной — это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфоны, смарт-часы и так далее с OLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS. Частота обновления экрана сможет варьироваться в пределах от 1 до 120 Гц. Vivo X Fold наделен двумя экранами, как я говорил ранее. Наружный с диагональю 6,53 дюйма и внутренний с диагональю 8,03 дюйма. Сканер отпечатков пальцев, а точнее сканеры, встроен в оба экрана. Он ультразвукового типа, чем особенно гордится производитель, заявляя, что такого больше нет ни у кого. И срабатывает шустро, ничего не скажешь. Шарнир гаджета фиксируется под любым углом, что позволяет во многих ситуациях обходиться без штатива или подставки. Не обошлось и без удобной механической рельефной клавиши переключения звука, как у компании OnePlus. То есть действительно это очень интересная фишка в смартфонах. Некоторые аналитики сравнивают камеру Zeiss смартфона Vivo X Fold с оснащением смартфона Vivo X70 Pro Plus, который считается, напоминаю, одним из лучших камерафонов на рынке на данный момент. Квадрокамера включает в
себя такие компоненты. 50-мегапиксельный основной модуль Samsung GN5 с диафрагмой f1.8, 48-мегапиксельный сверхширик на сенсоре Sony IMX598, 12-мегапиксельный телевик с двухкратным зумом и 8-мегапиксельная камера с пятикратным увеличением. В качестве ключевой фишки новинки компания продвигает сверхбыструю технологию фокусировки Dual Pixel Pro, однако основанную на иной структуре пикселей. FDTI, которая обещает снизить перекрестные помехи в сравнении с применяемой ранее BDTI. Для съемки в условиях слабого освещения применяется биннинг 4 в 1, выдающий на выходе яркие 12-мегапиксельные снимки с минимальными шумами. Запись видео возможно вести в формате 8К 30 кадров в секунду, а также 4К 60 FPS и 1080p 240 FPS. Также Vivo X Fold идет с аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. На мой взгляд, достойный вариант для множества людей. Оперативной памяти целых 12 гигабайт типа LPDDR5. Постоянной в нашей модификации 512 гигабайт UFS 3.1. Правда, стоит отметить, что отсутствует слот для карты памяти microSD. Но должно хватить 512 гигабайт. Телефон трудится под управлением Origin OS. Операционка предназначена для китайского рынка, напоминаю, и немного отличается от глобальной версии Fun Touch. Здесь много анимаций, жирных шрифтов и ярких красок. Гигантские виджеты заполняют домашний экран. Визуальные эффекты, ну скажем прямо, очень предусмотрены для каждого действия. Сам аппарат базируется на Android 12. Новый интерфейс уникален с точки зрения функции прозрачности и конфиденциальности. При включении функции конфиденциальности вы можете легко проверить, когда и где использовалась ваша камера, а также микрофон, то есть действительно вас никогда не прослушает. Вы также можете настроить свое устройство, используя палитру цветов, в которую входят ваши любимые цвета. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Vivo с каждым годом делает все лучше и лучше свои смартфоны. Это очень хорошо, что данная компания не остановилась, что данная компания производит флагманы, что данная компания все-таки развивает свой бренд и все лучше и лучше делает свои смартфоны. Как вы знаете, складные смартфоны есть далеко не у всех производителей. А вот компания Vivo решила, что данный смартфон можно легко выпустить на рынок, можно внедрить очень много интересных функций, и вуаля, Vivo это сделала. Действительно, смартфон X Fold получился у компании Vivo очень и очень крутой. Я, кстати, недавно делал видео про X Fold 2. Данный смартфон должен выйти в этом году, как заявляет знаменитый инсайдер, но посмотрим. А вот Vivo X Fold действительно получился очень крутой смартфон. Действительно, 1000 плюс-минус $400 это недорого за такой гаджет, за удивление, за вау-эффект, потому что вы его получите, потому что этот смартфон заставляет окружающих обращать на вас внимание. Вот такой гаджет получился у компании Vivo, а покупать ли его решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, всем спасибо, всем пока.